Но хоть что-нибудь ты помнишь? Как ты оказался у дома Анны Викторовны? Шел. Не помню. Он был еще Епифановым, когда в окно стучал. Кстати, рана явно наживая. Кто на тебя напал? Рост, одежда, возраст? Хлорал. Что хлорал? Запах хлорала. Мне его раньше дома давали, когда у меня были приступы. Хлорал, Яков Платонович, это такое сильно действующее снотворное. Кстати, часто используется как обезболивающее. Антон Андреевич, Егор домой проводите. И откроем дверь. Как жаль, что Егор самого главного не помнит. На самом деле он рассказал нам немало. По его словам, на него напали в Конюшенном переулке. Да это он в себя пришел в Конюшенном переулке. А где напали на него, мы не можем знать. Ну, скорее всего, в окрестностях Конюшенного и напали. А к вашему сведению, там проживает Арина Сурина. А я тоже сразу почувствовала, что эта женщина здесь замешана как-то. Больше, чем вы думаете. Перед тем, как стать мадам Суриной, юная курсистка Арина была содержанкой Епифанова. Она сразу Епифанова узнала. Но почему-то решила об этом молчать. Епифанов снимал ей домик в Слободке. Частенько ее посещал, а приходил пешком через овраг. Там его смерть и настигла. Егора смерть чуть не настигла, и тоже возле дома Арины. Раз, два, три, 4, 5. Я тебя иду искать. Говорят, твой отец хороший мастер. Да, любую машину может собрать, хоть паровую. А ты что, стало быть, не хочешь быть мастером? У меня не получается. Не получается. Надо меньше по ночам бродить, больше отцу помогать. Тогда все получится. Стой-ка. Кто это там с твоим отцом? Я не знаю. Иди сюда. Раньше видел его? Нет, не видел. Так, ты давай домой. Скажешь, что задержали в полиции, давал показания, чтобы не ругали. Береги себя. Он свернул за угол и исчез, будто сквозь землю провалился. Как обычно. Да, Яков Платонович, я искал его там везде. А там, знаете, хоть обыщись. Швах. Да вы сами говорили, что если встретишь француза, не преследовать. Правильно сделали, Антон Андреевич. Так что, он разговаривал с Фоминым? Да, они что-то обсуждали. Доброе утро. Не прерывайте труда, не беспокойтесь, мы к вам. Доброе утро, господа. Я не ожидала визитов так рано. Вы уж простите, служба. Да. У вас тут целое производство на дому. Да, снимать отдельное помещение слишком дорого. Редкая хозяйка сама работает в своей мастерской. Я считаю моральным использовать наемный труд, а самой сидеть сложа руки. Похвально. А супруг ваш, он, вероятно, другого мнения. Наверное, спит еще. Нет, он тоже работает. Он коми-вояжер и распространяет наш товар. А также ведет бухгалтерию. Он пошел на вокзал за билетами. Он вам нужен?
Нет, нам нужны вы. Да, мы с Кириллом Артемьевичем были близки. Я должна была вам сразу об этом сказать, но я не смогла. Почему? Подумайте сами, у меня муж. Как я могла допустить, чтобы он узнал? Так он что, ничего не знает? Нет. Я любила Кирилла Артемьевича. Для нас обоих было трагедией, что мы не можем вступить в законный брак. Ведь у него уже была семья. Как же при такой любви вы решились выйти замуж за другого человека? Я решила, что Кирилл Артемьевич бросил меня. Он перестал отвечать на мои письма, он не приходил. Я решила навести справки. Узнала, что он пропал. Конечно, я в это не поверила. Как такой человек может пропасть? Господи, если бы я только знала, что с ним случилось на самом деле. Я даже в страшном сне не могла себе представить, что его могут убить. Когда вы познакомились со своим мужем, с Суриным? Осенью в октябре. Это до или после исчезновения из вашей жизни Епифанова? После. Я осталась совершенно одна, мне некуда было деться, и я приняла предложение Сурина. Он тоже очень хороший человек. Там, во враге, вы же сразу опознали останки Епифанова. Да. Может, ваши показания насчет Егора Фомина тоже изменятся? Что вы имеете в виду? Может быть, пора признаться, что Егор вам знаком гораздо лучше, чем вы нас здесь уверяете. Я вам сказала правду. Этого человека я не знаю вовсе. Вы знаете, что сегодня ночью, недалеко от вашего дома, на Егора напали. Господи, нет, конечно. Откуда я могла это знать? А где вы находились вчера с 10 до 11 вечера? Здесь, в мастерской. Мы получили большой заказ. Кто-то из ваших работниц может это подтвердить? Нет, было поздно. Я их отпустила. Ну, а кто тогда может подтвердить это алиби? Мой муж, он был дома. Здесь, рядом с вами, в мастерской? Нет. Я была в мастерской, он был дома. Ну, тогда, боюсь, это свидетельство ненадежно. Если она организовала убийство Епифанова, тогда зачем она пошла в полицию? Зачем показала труп? В ее интересах наоборот, чтобы его никогда не нашли. Тело нашел Егор и мог рассказать об этом кому угодно. При таких обстоятельствах выгодно бежать в полицию впереди всех и все рассказать. Вот таким образом Арина и могла вывести себя из числа подозреваемых, ну хотя бы на время. Я только не понимаю, зачем. Мотив – деньги. Да нет, деньги у нее были, пока она жила с Епифановым. Вот когда он исчез, у нее и начались непростые времена. Да. Что если Епифанов пообещал ей упомянуть в своем завещании? Но обещание своего не выполнил, а узнала она об этом только тогда, когда дело уже было сделано. Может быть. Яков Платоныч, а вы куда? Я к родителям Егора, вы меня не ждите, увидимся в управлении. Ага. Но как же вы не знали, что Егора дома не было? Так он кровать свою так заправил, ну, будто кто-то под одеялом лежит. Ну, мать глянула, подумал, он тихо вошел, он так делает. Ну да, понятно. Нет, ну теперь-то мы его будем стеречь, конечно. И я позабочусь, чтобы никто не пудрил ему мозги. А теперь у меня к вам вопрос служебного порядка. Слушаю внимательно. Вы же механик. Точно так. По каким машинам? По любым. От швейных до паровых. Это хорошо. К вам сегодня приходил заказчик, иностранец с бородкой. Вы откуда знаете? Я полицейский, нам все известно. Вы что-то делаете для военного ведомства? Не велено об этом говорить. А иностранцу можно. Не говорил. Ничего. Он спрашивал, я не сказал. Что ж, я не понимаю, что. Он что, шпион?
Да нет. Из жандармов, он из наших. Проверяет, как государственная тайна хранится. Ох, я молчал. Ну вот и молчите, если опять появится. Вот, так что такие дела. Все будет хорошо. Спасибо вам большое. Примите с благодарностью. Ой, ну что вы так сразу-то? Ну, я вас провожу. Вы только держитесь. Вашим делом будет заниматься лучший сыщик. Что все будет хорошо. Да, горе-то какое, а? Горе. Какое. Синельников! Тебе что, служба твоя не нравится? Или, может быть, жалование недостаточное? Никак нет, всем премного доволен. Так. А чего ж ты, негодяй? А что ж ты взятки гребешь? Ой, прямо в управлении. Виноват, ваше благородие. Дамочка отблагодарить хотела. Я и нет, не надо, она все равно сунула. Я и подумал, ладно, в церкву отдам. За что благодарила? Да я из оврага доставал костяк этого купца. Ну, она узнала об этом и спрашивала, кто нашел. И ты сказал? Ну, отчего? Она дочка купца, понятно, переживает и все знать хочет. Виноват, ваше благородие. Ответишь за это. Сына моего зарезать хотел. Никогда такого не было. До знакомства с вашей дочкой. Уверяю вас, мы все поняли. Нет нужды повторяться. Наша дочь больше не придет к вашему сыну. Благодарю. Прасковья, проводи господин. А что случилось? Это я у тебя хочу спросить, что случилось. Явился какой-то господин и обвиняет тебя в том, что ты сводишь с ума его сына. Он утверждает, что из-за тебя его, то есть его сына, чуть не убили. Это вздор. Я здесь ни при чем. Я так и думала. Это было бы слишком даже для тебя. Но этот господин потребовал, ты меня слышишь, Анна? Он потребовал, чтобы ты оставила его семью в покое. А мне мальчика жалко, они его мучают. Они его лечат. А он не больной, но и не здоровый. Насколько я понял из рассказа нашего посетителя, ты пыталась приобщить его сына к спиритизму? Он и без меня приобщился. Мне просто мальчика жалко, ему поговорить не с кем, совета не у кого спросить. Я себя в его возрасте вспоминаю. Если бы не дядя, я бы себя очень одиноко чувствовала и несчастной. Да как ты смеешь такое говорить? У тебя было счастливое детство, и мы с отцом делали все, чтобы тебе было хорошо. Справедливости ради надо сказать, что тонким натурам требуется чувство родства с теми, кто их понимает. Я надеюсь, что у нашей дочери гораздо больше внутреннего родства с нами, нежели со всеми спиритами этого мира, даже если она сама этого не сознает. Упустили француза? Никак нет. Как нет? Вчера он приходил к механику Фомину, который, судя по всему, работает на полигоне. Точно так, все под наблюдением. Я вчера его и вашего Коробейнику с этим парнишкой видел. Доложить только не успели. Почему не успели? Так работает Фомин на полигоне? Работает. Там что-то строит в строгой секретности. И уже 2 недели, как появился какой-то англичанин. Не то инженер, не то ученый, живет за городом в особняке под охраной военных. И каждый день ездит на полигон. Как зовут англичанина? Неизвестно. Чем занимается? Это пока не установлено. Плохо. Смотрите за французом, а то он вас опережает на шаг. А сами держитесь в тени этого. Даже госпожа Нижинская вас раскусила. Да это не она, это француз. Это он вас приметил. У него-то глаз наметанный. Что-то их интересует на этом полигоне.
И узнайте, кто такой этот новый англичанин. Слушаюсь. Трубы. День добрый. Яков Платоныч, Надежда Епифанова взяла в оборот нашего унтера Синельникова и выяснила, кто обнаружил тело. Как? 10 рублей нынче стоит тайна следствия. Синельников рассказал про Арину Сурину? Увы. Рапорт. Потрудитесь написать. Непременно. Господин Стольман! Моя фамилия Сурин. Сегодня вы имели беседу с моей женой. И я хотел бы кое-что добавить к ее показаниям. В кабинет пройдемте. Вам уже известно о связи Арины с Епифановым. Но она заверила вас, что я ничего не знал об этом. Да, она сказала нам, что вы появились в ее жизни уже после исчезновения Епифанова. Этого я и боялся. Это неправда, господин Штольман. Надеюсь, Арина не сильно навредила себе, солгав вам. Не понимаю. Вы должны ее понять. Она стыдится своего прошлого и отрекается от него. Выйдя за меня, она рассчитывала начать жизнь с чистого листа. И только поэтому она умолчала о некоторых обстоятельствах. Хорошо. Так что вы хотели добавить к ее показаниям? Что мы с Ариной были жених и невеста, когда она связалась с Епифановым. Втайне от вас? Ну что вы! Арина честная, принципиальная девушка. А она все мне рассказала и попросила прощения. А вы? Я умолял ее не совершать этой ошибки. Но поймите, мы были так бедны, а тут Епифанов со своими деньжищами. Так вы расстались? Да. Но я всегда оставался рядом, как друг. Я был уверен, что эта постыдная история скоро закончится, и Арина вернется ко мне. А вот Арина Михайловна уверяла, что любила Епифанова. Но это вздор! Ну, посудите сами. Вы садитесь, садитесь. Он в отцы ей годился. Какая может быть тут любовь? И потом, ну какая девушка скажет вам прямо: я продавалась за деньги? Где вы были вчера в 11 часов вечера? Дома. Занимался медицинскими процедурами. Делал ванночки для рук из камфорного масла. В это время года меня сильно беспокоит ревматизм. Дома одни были? Да. Арина в это время была в мастерской. Что творится в этом доме? Твой отец вызвал меня на разговор по душам. Все допытывался. Как, по моему мнению, счастлива ли ты? Так. В силе условия. В силе условия созданы, как-то он выразился, для твоей полноценной жизни. И что ты ответил? Что я мог ответить? Я его заверил в том, что он идеальный отец. Дядя! Что? Тихо. Ну ты что, не мог воспользоваться моментом и сказать ему, что мне хотя бы, ну хоть чуточку больше свободы нужно? Дитя мое, у тебя свободы больше, чем у любой другой барышни в Затонске. Будь уж справедливы к своим родителям.
Ой, покойница. Ой, убили. Убили. Люди. 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 Убили. 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 Чего орешь среди ночи? Женщину убили. Там лежит. Ты пил, что ли? Вот вам крестом клянусь, ни капельки. Беги в полицию. Быстро. Барышня, не трожьте! Барышня, не трожьте! Положение мертвого тела менять воспрещается. Это если оно мертвое. А если живая еще? Уйдите отсюда. Это хозяйка моя. Сударыня, будьте так любезны. Да, остывает уже. Ступай за начальством. Так ведь за забором бедняжку убили. Я-то при чем? Вы что, хотите сказать, что вы не знали убитую? В глаза ее не видела. Как же? Вы 10 рублей заплатили, чтобы установить личность. Так это была та женщина, что обнаружила тело батюшки? И вы по-прежнему утверждаете, что не знакомы с ней? Я знаю только ее имя. Арина. Сурина ведь, да? Что вы делали в тот момент, когда Федор прибежал к вам с сообщением об убийстве? Я была у себя. Потом услышала, как кричит Федор. И выбежала во двор. Спать ложиться даже не собирались? Не спится мне. Снотворное не пробовали? Хлорал принимаю. Не помогает. Ваше благородие, дозвольте. Мы отправляли мужа убитой известить. Но его нет дома. 10 часов. Интересно. Утром жду в управлении. Сурина, поехали. Идите в дом. Зябко. Сурин, откройте! Антон Андреевич, вскрывайте дверь. Яков Платонович, посмотрите. Похоже, пытались отстирать, да не успели. Это мужская рубаха. Думаете, Сурин убил свою жену и сбежал? А почему? Почему он не ночует дома, по-вашему? Хлорал или мне кажется? Определенно. Что здесь происходит? Господин Сурин, где вы были? Я был в Ярославле. Да что случилось-то, господа? Ваша жена убита. Как? Мне очень жаль. Я был в Ярославле по коми-воежорским делам.
воротнички продавал. Вернулся с 6-часовым поездом. Вот билет. Маме всегда нужны доказательства. Где она? Я могу ее видеть? Да, конечно. Но позвольте сначала несколько вопросов. Да. Спрашивайте, я спокоен. Совершенно спокоен. Я отвечу. Да. Это ваша рубашка? Моя. Вас интересует, откуда кровь? Перед отъездом я брился, опаздывал на поезд, порезался. Арина тогда еще рассердилась, сказала, что кровь не отстирывается. Боже мой. Боже мой. Нашими последними словами друг другу были глупейшие препирательства из-за рубашки. Кто-то в Ярославле может подтвердить, что вы там были? Да, конечно. Я ездил по делам. Могу назвать магазины, в которых был с товаром. Если не сложно. Анна Викторовна, какая приятная встреча. Добрый день. Мы с вами соседи, однако не часто встречаемся. Вы совсем не бываете в обществе. Я не веду светскую жизнь. Да, это скучно. Полагаю, что ваши повседневные занятия, они гораздо интереснее. Не лестно, что вы так думаете. Всего доброго. Анна, я давно хотел сказать вам, у вас, видимо, сложилось превратное впечатление обо мне после той странной истории с тетрадью. Ну что вы. Уверяю вас, это была какая-то цепь нелепейших обстоятельств. Я по-прежнему горячий поклонник вашего таланта, и мне хотелось бы поближе познакомиться с ним. Вы можете устроить несколько сеансов специально для меня? Я прошу прощения, я в последнее время почти не практикую. Прошу вас, не отказывайте мне. Уверяю, это будет уникальный спиритический опыт и для вас тоже. Пожалуйста. Что же вы нам солгали, когда заверили нас, что между погибшей Ариной Суриной и вами нет никакой связи? Накануне ее гибели вы написали ей письмо. Что, так и будем молчать? Хорошо. Посидите в камере, подумайте. Антон Андреевич, позови дежурного. Да, я писала ей. Это правда. Но мы никогда с ней не виделись. Вот вам крест. Я как раз хотела с ней познакомиться. Поэтому и пригласила ее зайти вечером. Зачем же вам с ней знакомиться? Я же говорила вам давеча. Она нашла тело батюшки. И что, вы хотели с ней об этом поговорить? И о чем же еще? Например, о ее любовных отношениях с вашим отцом. Что? Побойтесь Бога. Не правда это? Да вы не хуже меня это знаете.
Сплетни все. У нас есть свидетельские показания, согласно которым ваши отношения с отцом в последний год жизни резко ухудшились. Почему? В семье всякое бывает. То поссоримся, то помиримся. Да нет, все гораздо проще. У вашего отца появилась другая женщина. Молодая женщина, что приносила страдания вашей матери. Вы переживали и были оскорблены за нее. К тому же у вашей матери было слабое здоровье. И она могла покинуть этот мир в любой момент. И что тогда? Мачеха моложе вас, братья и сестры, претендующие на наследство. Вот такая перспектива. Нет, не было этого. Вот тогда вы и возненавидели отца. Да разве могла я отца возненавидеть? Бог его простит. А я? Так вы что, думаете, что это я, батюшку? Кстати, на Егора тоже покушались. После того, как он побывал у вас. Опять же, с помощью ножа. От ножа была убита и Арина Сурина. Но это не я. Я Христом Богом клянусь. Вас застали, когда вы шарили у нее в карманах. Зачем вы вытащили письмо с приглашением на встречу? Я не хотела, чтобы его нашли. Тогда бы вы сразу подумали на меня. Вы и так подумали на меня. Какая я дура. Я дура. Но я не убивала ее. Передайте доктору Милцу, пусть проверит и в архив. Яков Платоныч. Яков Платоныч. Арина умерла. Уже знаете? И вы уже знаете. Как это случилось? Убита ножом возле дома Епифанова. Вы считаете, это она ее? Возможно, но пока прямых улик нет. Ну, то есть сначала убила отца, а теперь убивает свидетелей? Нет. Пока это только версия. Я себе даже представить не могу, как женщина может убить ножом. Надежда девушка крепкая, и нервы у нее стальные, хотя, мне кажется, она не убивала. Почему? В момент убийства она находилась в доме. Когда узнала о происшедшем, то выбежала на место преступления и вытащила у Арины свое письмо из кармана. Если бы она убивала сама, то изъяла бы эту улику сразу. А на Егора, по-вашему, кто нападал? Егор помнит запах хлорала, а мадемуазель Епифанова употребляет это зелье. Ну, то есть Егору по-прежнему грозит опасность? Не знаю, но я уверен, что Егор – ключевой свидетель в убийстве купца. Иначе почему бы на него покушались? Убийца, кем бы он ни был, вряд ли всерьез верит в переселение душ. Яков Платоныч, получается, что Егору из дома лучше не выходить. Так? Так. Ты чё ты разлегся посреди бела дня? Что, опять накатило? Уже прошло. Мы с матерью в деревню едем, бабка твоя разболелась. Запру тебя. Сиди тихо. Даст Бог, завтра увидимся. Этот Фомин работал на полигоне, ставил там паровую машину для подачи пара в некую лабораторию, которая начинает работать. Это все, что удалось узнать от него за 100 рублей. А это не рискованно так вот прямо расспрашивать его о военном объекте? Это же может донести. Я представился поставщиком, который ищет возможности продать что-то для армии, и потом он больше меня не увидит. А что этот англичанин? Его зовут Гордон Браун. Приехал 2 недели назад, поселился в загородном доме под военной охраной, под охраной ездит на полигон. Пока это все, что известно.
Вы свободны, Жан. Мы что-то делаем неправильно. Чего мы можем добиться расспросом каких-то мелких сошек, мастеровых? Подбираться надо через верха, подкупать и компрометировать генералов, а не фельдфебелей. Прекрасный план. Начните со Штольмана. Штольман. Штольман знает о полигоне еще меньше нашего. То есть ничего. Но он может быть нам полезен. Его стоит привлечь на нашу сторону хотя бы для того, чтобы он не мешал. А вы влюбите его в себя снова. Что значит снова? Он мой. Он только думает, что сбежал. Тогда напомните ему об этом. У вас же есть на него что-то, какой-то там долг. Это сильная карта. Гораздо сильнее, чем вы думаете. Ну, так в игру возьмите его в оборот. А вы вызовете его на дуэль? Нет. Ну что вы, эта болезнь миновала. Приступа больше не будет. Яков Платонович. А ну, по домам не пора уже? Так я же вам давно сказал, Антон Андреевич, вы на сегодня можете быть свободны. А вы? Кто из наших подозреваемых мог употреблять хлорал? Надежда Епифанова. Больше некому. Это понятно. Ну а кто еще мог? В теории. У кого бессонница, у кого сильные боли. Ревматизм. Достаточно сильной боли? Я думаю, спать вам сегодня не придется. Вы поезжайте на станцию и раздобудьте железнодорожный табель вчерашнего дня со всеми отменами, опозданиями. Ну, в общем, всем тем, чем славятся наши железные дороги. Я понял. Арина? Спасите его, я вас умоляю, спасите его. Кого? Кирилла Артемьевича. Его опять убьют. Он убил ее. Он убил ее. Так вот оно что. Поезд Ярославль-Москва опоздал на 1,5 часа. Ну что, спросим Сурина, каким таким волшебным образом он оказался в Затонске раньше поезда? Прямо сейчас? Ночь на дворе, Яков Платонович. Придется потревожить безутешного вдовца. Это он убил ее. Егор! Егор, остановись!
Отпусти его! Егор! Егор, ты себя! Отпусти его! Уйди, девка, это он ее убил! Егор, все. Стоять! Что происходит? Каким чудом вы здесь? Анна Викторовна. У Сурина ложное алиби. Он сам набросился на меня в моем доме. Он ненормальный, все об этом знают. Что касается моей жены, это чудовищная ложь. Ну зачем? Зачем мне было ее убивать? Из ревности. Из ревности к мальчишке? Так вы ревновали не к мальчишке. Вы ревновали к господину Епифанову, которым этот мальчишка время от времени становился. Ты я к Епифанову даже живому не ревновал. Что-то вы понимаете. Плоско и пошло, господа полицейские. Арина никогда не любила Епифанова. Она связалась с ним только ради денег. Да, но она оплакивала его смерть, обнаружив тело. Пыталась разузнать про убийство, поэтому и расспрашивала Егора. Равнодушные люди себя так не ведут. Вы убили ее, потому что поняли, любила она все время не вас, Епифанова. Вам меня не запутать. Я ее не убивал. У меня алиби. Нет у вас алиби. Я был в Ярославле. В Ярославле вы действительно были, только вот вечерним поездом вернуться вы не успели. Ярославский поезд опоздал. В тот момент, когда вы вернулись домой, он еще был 30 верст от Затонска. То есть приехать вы могли только 3-часовым дневным. И у вас было достаточно времени, чтобы убить жену. А вот алиби вы придумали хладнокровно. Если бы у вас не было намерения убить Арину, ну, не стали бы вы закручивать такую легенду и запасаться ненужными билетами. Она начала подозревать. Мне пришлось. Но я не из ревности, господа. Так она подозревала вас не только в покушении на Егора, она подозревала вас в убийстве Епифанова. А вот это вот, господин Штольман, вам никогда не доказать. Ну почему же? Заводи! Вам знаком этот человек? Знаком. А расскажите, при каких обстоятельствах вы видели его год назад? Я шел через овраг вечером. Когда уже поднимался, то увидел, что мимо оврага идет старый господин. А этот догнал его и ударил ножом в спину. Я испугался, спрятался в кусты и увидел, как этот толкнул того во враг и закидал его ветками. Да он же больной! Ну кто ему поверит-то? Я не больной! Успокойся. Со мной такое больше не случается. Я знаю. Я все вспомнил. Это были вы. Вы убили того господина. И вы убили Арину. Суд примет во внимание все обстоятельства этого дела. Ой, у меня уже есть. Спасибо. Анна! Анна! Егор! Тебя что, уже родители отпускают? Отпускают. И что, Епифанов больше не приходил? Не приходил. Так это значит, что вину Сурина уже доказали.
Я хочу рассказать вам по секрету. Она ко мне приходит. Мы с ней разговариваем, смеемся. Я думал, я не смогу жить без нее. А теперь она со мной. Анна Викторовна. Яков Платонович, а что же вы не хвастаетесь? Удалось вам доказать, что Сурин убил Епифанова? К сожалению, нет. Суд не принял показания мальчика. Но по убийству Арины улик оказалось достаточно для приговора. Как там Егор? У него все будет хорошо. Я очень боялась, что гибель Арины выбьет его из колеи, ведь он был влюблен в нее. Неужели? Прям-таки влюблен? А вы не заметили? Яков Платонович, не умеете вы читать в человеческом сердце. Несправедливо. Кажется, в хитросплетениях отношений Епифанова, Сурина и его жены я разобрался. Умом, не сердцем.